Из Парижа зимой вам пришел туалет. Грустно пел Александр Вертинский. А не поговорить ли нам с вами сегодня о моде и о французах? И повод подходящий. Les soldes d'hiver. Зимняя распродажа. Mesdames et messieurs, bonjour. Но сначала хочу сказать, что это видео не об истории моды, не о том, что модно и что носят в Париже. Это лишь короткая зарисовка о французах и моде. Когда во Франции начинается распродажа? Часто задают этот вопрос. Во Франции существует закон 1906 года. Распродажа во Франции проходит 2 раза в год, согласно этому закону. Дата сезонной распродажи устанавливает в каждом департаменте Франции префект полиции. Кстати, Франция поделена на 95 департаментов. Во главе каждого департамента префект. Префект полиции назначается правительством. Так вот, с 2020 года распродажа длится 4 недели, а не 6 недель, как это было раньше. Зимняя распродажа начинается всегда во 2-ю среду января. Летняя распродажа начинается в 3-ю среду июня. Но существуют еще свободные распродажи, но это уже зависит от магазина, и магазины обычно выбирают даты распродаж. Человеку не безразлично, какое впечатление он производит внешне, как его воспринимают окружающие, а это во многом зависит от одежды. Бальзак утверждал в своем трактате об элегантной жизни, что по одежде можно судить о характере человека не менее уверенно, чем по его лицу. Поэтому француз, и уж, конечно, француженка, подсознательно всегда спрашивают себя, какой вид я буду иметь. Иностранцы, впервые оказавшиеся в Париже, испытывают на первых порах некоторое разочарование. Вопреки их ожиданиям, прохожие одеты в массе своей скромно и чаще всего без какой-то особой претензии. Если вы видите в Париже яркие краски в одежде, много косметики и дорогие аксессуары, чаще всего это иностранные туристы. И только постепенно приезжий поймет, что простота французской одежды тщательно продумана. В целом, современный француз руководствуется в одежде правилом: то, что логично и хорошо приспособлено к обстоятельствам, всегда элегантно. Во Франции одежда всегда была и остается символом принадлежности к определенному социальному кругу. Если покрой одежды и похож, то качество, а значит и цена, очень различна. И можете не сомневаться, француз с первого взгляда безошибочно узнает социальную принадлежность своих сограждан. Во времена монархии король правил модой и задавал модные тенденции. Начиная с XIX века богатые буржуазные семьи становятся носителями элегантного стиля, и они выбирают стиль строгий, сдержанный и неприметный. Одежда должна быть удобной и практичной. И по сей день французы не любят выделяться из толпы. В отличие от американцев или южнокорейцев, которые обожают новые тенденции в моде,
Французы остаются консерваторами. И даже самые богатые семьи Франции одеваются в Hermès, ездят на машинах Renault, а деньги они тратят на невидимые удовольствия, на изысканные и высококачественные продукты и недвижимость. «Чтобы жить счастливо, будем жить скрытно», гласит французская пословица. Иностранцы всегда отмечают, что француженки выглядят естественно. Минимум косметики, одежда, не стесняющая движений, и обувь без каблука. Чаще всего у француженки в гардеробе имеются джинсы, свободная блуза, черный пиджак, удобный кардиган, обувь дерби и пальто. Вечная классика парижского базового гардероба. И, конечно, petite robe noire, маленькое черное платье, элегантно и женственно, никогда не выходит из моды, в котором можно пойти на работу, добавив пиджак, или на свидание, подобрав подходящий аксессуар. И если вы увидите несколько француженок, одетых, скажем, в джинсы и черную блузку, то все равно они не будут похожи друг на друга, так как у каждой будет подобран свой аксессуар – шарфик, сумка или бижутерия. А гардероб француза – это также джинсы, это пиджак с 3 пуговицами, это белые футболки, это свитер, то, что называют базовой одеждой, и то, что вы увидите в зимних коллекциях. И вообще по статистике любимая одежда французов – джинсы, рубашка, обувь дерби. Куда в Париже отправиться за покупками? Самый большой исторически сложившийся район для покупок – это квартал Опера, бульвар Осман, Сен-Лазар. На бульваре Осман 2 знаменитых торговых центра – Галерея Лафайет и Пrintemps. Чем они отличаются? Printemps более старый, был открыт во второй половине XIX века во время Второй империи при Наполеоне III. И этот магазин изначально был ориентирован на буржуазную зажиточную публику, на тех, кто может себе позволить купить дорогие вещи. А галерею Лафайет открывают чуть позднее, и здесь цены более доступны большинству покупателей. Может быть, поэтому в галерее Лафайет всегда больше покупателей, чем в Printemps. Все зависит от вашего стиля в одежде. Любите модный авангард? Идите в квартал Маре, с которого мы начали нашу прогулку. Здесь одеваются Ле Бобо. О них смотрите видео по ссылке. Предпочитаете элегантную классику молодых французских дизайнеров? Тогда в Сен-Жермен-де-Пре, где одевается Гош Кавьяр. Именно в Сен-Жермен-де-Пре мы сейчас с вами направляемся. На левом берегу Парижа находится знаменитый универмаг Бон-Марше. Здесь постоянно проходят выставки современных авторов. И сейчас в январе выставка индийского скульптора Субодх Гупта. Визитной карточкой этого автора является инсталляция металлической кухонной утвари. Самый известный поклонник Гупты – Франсуа Пино, французский миллиардер и влиятельный коллекционер.
Здание Бон-Марше было построено во второй половине XIX века. Одним из инженеров, который участвовал в строительстве этого здания, был Густав Эйфель. Интересная история этого магазина. Например, в конце XIX века, чтобы привлечь больше клиентов прекрасного пола, здесь открыли первые женские туалеты. Был открыт читальный зал для мужей, пока их жены совершали покупки. Для покупательниц с детьми в универмаге предлагались напитки, красные воздушные шары, детские книжки с картинками и даже организовывали прогулки на осликах. Парижанка теперь могла выйти из дома и провести более 12 часов в магазине, примеряя товары, особенно одежду, которую раньше делали на заказ. Однако это повлекло за собой многочисленные неприятные моменты. Некоторые покупательницы влезали в долги или становились клептоманками. Другие беспокоились о том, что к ним прикасаются продавщицы, надевая на них перчатки и шляпы. Репутация магазина оказалась под угрозой, и хозяин Аристид Бусико нанял продавщиц, которым предоставил жилье на верхних этажах магазина в строгой черной униформе. Они должны были регулировать любые вопросы и недоразумения с покупателями. При этом продавщицы получали возможность продвижения по карьерной лестнице. В 1984 году компания, которую возглавлял тогда Бернар Арно, купила магазины Бон-Марше. И уже с конца 80-х годов XX века Le Bon Marché – это один из самых роскошных универмагов 7-го округа Парижа. Наша прогулка подошла к концу. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Спасибо, что вы подписываетесь на мой канал. И спасибо вам за ваши доброжелательные комментарии. И, как всегда, до новых встреч на канале о Франции не только. Пока!